Доброго времени суток! Вас приветствует Лонфред, и сегодня у нас гайд на Иксборга. Понеслась! Пассивное умение – доспехи Фераги. Полоска жизни Иксборга разделена на две шкалы, первая из которых всем привычная ХП, а вторая – это броня. Как это работает? Пока на Иксборге надета его броня, урон идет в нее. Как только броня будет разрушена, Икс сделает автоматический прыжок в выбранном направлении. Ультимейт станет недоступным. Урон от первого навыка снизится на 60%. Область поражения первого и второго навыков уменьшится, но повысится дальность, а также Иксборг перейдет на дистанционную автоатаку. Огненный урон Иксборга перегревает врагов. Глянуть, как сильно вы нагрели вражеский пердак, можно на шкале около вражеского героя. Вместо МП у данного персонажа энергия, которая восстанавливается автоматически в режиме без брони, либо выпадая из подожженных вражеских целей. Как только шкала энергии заполнится, Иксборг восстановит броню, равную 50% от его максимальных ХП. Первый скилл – огненные ракеты. Иксборг поливает пламенем веерообразную область, нанося всем врагам в области физ-урон. Как только шкала перегрева заполнится на максимум, Икс замедлит врага на 30% и начнет наносить чистый урон. Второй скилл – огненный кол. Икс выстреливает 6 огненными кольями по краю веерообразной области, после чего копья полетят обратно к хозяину, нанося врагам на пути физ-урон и притягивая их. Также колья захватывают лежащую на пути энергию. Ульта – последнее безумие. Иксборг бросается в указанном направлении, нанося физ-урон по кругу и замедляя врагов на 60%. Через 3 секунды, можно активировать раньше, он взрывается, нанося 700 плюс 15% от макс хп цели чистого урона. Взрыв разрушает броню, а также в момент взрыва можно отпрыгнуть в выбранном направлении. Я рекомендую использовать эмблемы бойца со вторым или третьим перком из дополнительных спелов очищение или спринт. Переходим к сборкам, их будет две. Первая сборка в урон. Выбираем между прочными сапогами и сапогами воина, в зависимости от пика вражеской команды. Топор кровожадности позволит вампириться на лайне и дольше выживать, применяя ульту. Бустим физатаку клинком отчаяния. Бесконечная битва улучшит ряд параметров. Золотой метеор прибавит физатаку, маг-защиту и немного вампа. Но самое главное, это пассивка предмета, которая налаживает щит как на броню, так и на ХП. Бессмертие даст ХП, физ-защиту, а фишка в том, что возрождаться Икс будет с броней. Вторая сборка больше направлена на живучесть и ульту, поскольку на взрыв ульты не влияют предметы. С этой сборкой Икс намного увереннее инициирует. Отстаивая лайн, задалбываем недругов первым навыком, не забывая чистить лес. После появления ульты можно и нужно кооперироваться с союзниками для гангов. Стоит помнить, что второй навык можно использовать во время каста ульты и первого скилла. А прожимая ульту, можно перепрыгивать препятствия. Кстати, ХП Иксборга не восстанавливается за пределы средней отметки на шкале. Просто решил упомянуть, потому что были случаи, когда Рафа и Ангела усердно пытались меня выхилить, но тщетно. Иксборг хороший инициатор. Тактики нападения следующие. Раздамаживаем противников первым скиллом, прожимаем ульт, попутно активируя второй навык, и если после данной комбинации остаются выжившие, добиваем их с дальней дистанции за спиной танка. Механика как бы сама намекает. Также можно устраивать засады, начиная с ульты со вторым скиллом и добивать первым. Многие Иксборги после проюза ультимейта отступают, тем самым выпадая из боя. Возможно, это и правильно, но лично я предпочитаю продолжать схватку. Только более аккуратно. Тем более энергия собирается быстро, и откат ульты недолгий.
В общем, Иксберг очень сильный персонаж в правильных руках, обладающий реально надоедающими навыками, чистым массовым уроном, а также способный подстраиваться под ту или иную ситуацию благодаря интересной механике. Лично мне кажется, что если Икса коснуться правки, то это будет увеличение отката скиллов. А что думаете вы по этому поводу? А также как вам перс, пишите в комментариях, буду рад почитать. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить палец вверх, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Ну а с вами был Лонфред. Всем удачи. Пока-пока.